Какие вообще женщины считались в Древнем Египте красивыми? В изображениях они как бы рисовали себя, но с улучшениями. Так скажем, фотошоп по-древнеегипетски. Сердце считалось каким-то очень важным органом. Мозг вообще куда-то там они чуть ли не выбрасывали. То есть почему было так? И вот когда на загробном суде Осириса смотрели, достоин ли человек вечной жизни, да, кстати, это вообще прекрасный вопрос, и на него я бы ответил так. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас интересный выпуск. Тема, которую я люблю, на которой я очень давно хотела пообщаться с экспертным гостем. Это Древний Египет. И сегодня мне очень приятно вам представить нашего гостя. Это ученый, независимый ученый, исследователь и человек, который проделал очень большую работу, интересную нам сегодня расскажет, по изучению одной из самых древних и загадочных гробниц, про которую я думаю, что даже многие из вас не знают. Андрей Плаксин, здравствуйте. Да, здравствуйте, Татьяна. Спасибо, что пришли, откликнулись на мою просьбу пообщаться и рассказать много интересного. Расскажите о себе, как вы вообще пришли к этой теме, потому что, это такая незаурядная история, и как вы оказались здесь, и еще мне очень интересно, как вообще человеку современному возможно выучить мертвый язык древний, да? Я знаю, что вы его знаете. Расскажите немножко о себе. Так, смотрите, начну издалека. Я вообще родился и вырос в Бишкеке, это бывшая Киргизская ССР. И в такой период времени, когда не самые лучшие были времена, 90-е, всякое такое. В общем, тема Египта мне казалась чем-то таким прям далеким и настолько недоступным, как даже не Марс, а, наверное, соседняя галактика Андромеда. Вот. И я начал свой путь в египтологии уже будучи очень взрослым человеком, 10 лет назад, даже чуть больше уже. Так вот, тема Древнего Египта, она мне всегда нравилась, но ввиду многих ограничений я себя, так скажем, стопорил, не заходил в нее, потому что мне казалось, во-первых, в Бишкеке, это бывший Фрунзе, там нет, во-первых, специалистов, практически нет литературы. И, я просто себя успокаивал мыслью тем, что вот я посмотрел какую-то документальную картину и успокоился на этом. Думаю, нет, это не мое, это сильно для профессионалов и тем более не для нашей страны. Шло время, я переехал в Москву уже. И со временем понемногу я изучал трехмерную графику и 3D-моделирование, стал специалистом в этой области, занимаюсь до сих пор профессионально архитектурной визуализацией. Но вот эта самая тема Древнего Египта, она мне все равно покоя-то и не давала. И вот как раз после моего 30-летия многое в жизни поменялось, высвободилось очень много времени, и я думаю, а почему бы мне не попробовать все же? Не сделать что-то на тему Древнего Египта, но в 3D. Хотя пока я изучал программу 3D-моделирования, я это все смотрел и тестировал на как раз-таки таких фантазийных мирах, но немного в тему Египта тоже. Так вот, спустя полгода хождения на лекции, изучения каких-то книг, листания журналов, я увидел гробницу Нефертари. И я понял, что да, вот это вот сама гробница, которая мне просто безумно понравилось, а уже к тому времени я много чего видел. И я решил, что вот я хочу ей сделать 3D-модель. Понемногу начал собирать информацию, понимать, что ее именно по этой гробнице очень мало. Начал изучать дополнительные какие-то источники. Я думаю, вы знаете, и ваши подписчики знают, что египетские гробницы — это не только какие-то тексты, но и очень много изображений. Так вот, восстановить какое-то изображение гораздо легче, чем тексты. Что я имею в виду? Вот, например, если я вижу изображение царя, либо царицы, либо божества, и фрагменты какие-то осыпались, то по, скажем так, по другим соседним изображениям можно понять, что было осыпано. Например, если это рука, там, нога, либо часть одеяния, потому что на соседних изображениях, в принципе, повторяется Какие-то остаются образ. фрагменты, да? Фрагменты остаются, и можно их повторить, в принципе. А вот с текстами гораздо сложнее.
Ну, учитывая, что иероглифические тексты — это картинки, там змейка, птичка, волна и так далее, некоторые из них фрагментарно можно восстановить. Если вот видно, что половина волны есть, половины нет, ну, я уже вижу, что соседние какие-то символы, если они похожи, то можно целиком их восстановить. Но если есть большая лакуна, то есть большие утраты, там гораздо сложнее. И там без знаний иероглифических текстов просто, ну, ничего делать. Вообще вот гадать, ну, нельзя, потому То есть что вам иначе просто поменяется. пришлось, захотелось из-за того, что было интересно, Да, именно пришлось, да? интерес Мгм. породил во мне именно вот эту, так скажем, запрос на изучение Мотивация, иероглифического, да, да. мотивация такая была, изучение иероглифического языка. И вот сначала я в группе Виктора Викторовича начал изучать египетский язык, а затем на более продвинутом уровне уже у Марии Лаврентьевой. Это девушка, которая преподавала тоже египетский язык, она сама египтолог, профессиональный египтолог. Вот. А затем, уже когда мне нужно было прям точить все, так скажем, нюансы понять и точить действительно всю грамматику, чтобы более точно и правильно все было восстановлено, я уже обратился к Анастасии Петровой. Она именно лингвист, в Институте востоковедения работает, а также в РГГУ преподает древнеегипетский именно для историков и египтологов. В общем, здесь уже именно такая прям профессиональная тема пошла, так То скажем, есть вот профессиональное если вам изучение. дать какой-то фрагмент египетской надписи, да, вы прям как по-русски его прочитаете. Смотрите, здесь есть сложности, так как этот язык, он мертвый, и его просто так практиковать, как современные языки, не Мгм. получится для того, чтобы можно было просто прийти и прочитать. А все гораздо сложнее. Но, в принципе, какие-то такие канонические вещи, так скажем, вот есть так называемая жертвенная формула. Она называется так в египтологии хитеп денесу. Это то, что царь дает умершему там в инобытии и так далее. Так вот, для того, чтобы читать с листа, это нужно быть настолько профессиональным египтологом, именно лингвистом, и заниматься только этим, и не отвлекаясь ни на что. И то нужно будет заходить в какие-то словари, смотреть, подправлять, так скажем, грамматические какие-то формы, потому что есть, ну, не то что разночтение, но нюансы, так Мгм. скажем, которые нужно найти. А откуда они взялись, эти нюансы? Учитывая то, что Египет обладает тысячелетней историей, плюс большой географией, есть различные диалекты, и плюс со временем изменялся сам язык. Если вы знаете, может быть, слышали ваши подписчики, то, что когда-то египетская история была разделена на три большие таких периода. Это Древнее царство, Мгм. Среднее царство и Новое царство. Так вот, в эти все периоды язык понемногу, но отличается. Я уже молчу про Птолемеевское время, это уже после Нового царства период. Туда я даже заходить не хочу, там очень сложно все. Там уже, наверное, и греческие, да, Там все, уже, да. да, там Мгм. очень большое влияние еще и греческой культуры И было. язык, наверное, уже вообще там видоизменился. Но он не сильно прям Мгм. изменялся, да, но он усложнялся, очень сильно усложнялся за счет того, что новые термины, топонимы, имена, названия и прочее приходило все больше и больше и больше в язык. Так вот, именно вот это вот большой такой камень преткновения именно к тому, чтобы прийти в гробницу и просто так начать читать. Если, допустим, я приду в какую-то царскую гробницу, либо в гробницу вельмож и увижу так называемые канонические тексты. То есть что я подразумеваю? Книга мертвых. Вообще египтяне называли эти тексты изречения выхода в свет дня, но так как эти тексты находились, имеется в виду, находили современные люди уже в саркофагах у, как бы, у мертвого А как человека, еще раз? Изречение, изречения для выхода в свет дня, так, если можно. изречение для выхода В свет дня, в да. свет дня. Это то есть свет дня, это считается у них Как уже бы загробный мир. возрождение, да, возрождение, да, но не в Мгм. нашем мире, а в Мгм. другом, в Уже вновь, инобытии, да. да. Мгм. Так вот, и вот эти самые канонические так называемые тексты, да, они повторяются, как говорится, от стены к стене в гробнице, от папируса к папирусу и также на саркофагах. Ну, то есть я вот, например, хотела, на самом деле, я хочу сказать, что «Книгу мертвых» я не читала. Вот какой-то у меня еще не созрела я для этой книги. И расскажите поподробнее, что вообще в этой книге. То есть я так понимаю, что это какие-то общие какие-то фразы, да, общие наставления, какие-то размышления о том, что в каждой из гробниц написано. Или это какая-то у каждого индивидуальная история? Смотрите, здесь вы во всем правы, но Мгм. сейчас поясню, как говорится, все, что под звездочку ушло. Смотрите, эти самые
тексты книги мертвых, они берут свое начало еще аж с текстов пирамид. Это еще пятая династия, это там 20 с лишним веков до нашей эры. Так вот, все эти тексты пирамид, они были записаны для умершего царя, для того, чтобы он смог возродиться с богами и обрести вечную жизнь. Но египетская история, как я уже говорил, насчитывает несколько царств, а между ними, между древним, средним, новым, были переходные периоды. Это, так скажем, времена смут. Так вот, в первый переходный период, когда царская власть ослабла, то вельможи и более, так скажем, так, в кавычках, простолюдины, естественно, очень грамотные, образованные, там, жреческие сословия, плюс сами вельможи. И вот эти сами вельможи, они увидели эти тексты пирамид и захотели тоже именно жить, возродиться в вечности, как царь тоже. Мгм. Вот. У самих вельмож, у них тоже были некоторые тексты, какие-то изображения и так далее, но у них это было именно их собственный как бы небольшой такой мирок, в котором они были главными. Но им хотелось больше. Ну, человеческая природа, мы всегда хотим чего-то большего. Вот. Затем, во времена Среднего Царства, начинают появляться так называемые тексты саркофагов. Так вот, на саркофагах были нанесены вот эти самые изречения текстов пирамид. Они изменялись, дополнялись как-то, но основной костяк текстов сохранялся. А что там, о чем там в целом пишут? В целом о том, что царь, он себя где-то как-то ассоциирует с богами, какие-то жертвенные формулы рассказываются, читаются. В общем, о том, что вот царь возродится вместе с богами и будет вместе с ними, если очень-очень коротко так. Мгм. Во все Или подробности... там какие-то прям истории какие-то, да, кто с кем разговаривал, там Ну такое да, там написано, есть да? и диалоговые какие-то вещи, но чаще, конечно, там про жертвоприношение, про странствие в инобытии, про объединение там души с телом и так далее. Об этом мы еще, я думаю, чуть-чуть попозже Мгм. поговорим подробнее. Пока так в Мгм. комплексе. Так вот, после этих текстов саркофагов уже в Новом Царстве появляются именно вот эти тексты книги мертвых. На саркофагах тоже стало не очень выгодно, так скажем, экономически писать, потому что дорого расписать саркофаг. А изречений очень много, И они там еще и все они такие еще... каллиграфичные, там, ну, что там за технология такая использовалась? То есть там же прям Ну, все нет, очень... обычная скоропись. Да? Это, да, нормально все было. Вот. И стали на папирусах тоже писать. Ну, как на саркофагах продолжали тоже, само собой, писать, но вот именно на папирусе старались все-таки больше писать. Так вот, насчет того, вот этой каллиграфичности и так далее. Очень много интересных таких вещей, которые мало кто задумывается. Смотрите, вот есть текст, и он широко распространен. Нужно как бы каждому человеку, каждому знатному в инобытие как бы переродиться, возродиться, ему нужны обязательно эти тексты. Так вот, эти тексты очень часто делались не индивидуально для конкретного человека, а делались как некий шаблон, куда потом просто вписывали имя. М. И таких случаев очень много. Это как сейчас делают у них, да, эти? Когда приезжаешь на экскурсию, у них шаблоны, Да, и они, да, шаблончик, и туда... вы там Да. можете что-то дописать, особенно здесь было тот-то, тот-то, а Мгм. вот тот-то, тот-то, там место остается свободным, и туда уже дописывается. Да, принцип такой. Вот. Еще один маленький нюанс, о котором многие как бы не догадываются, не профессионалы и не увлеченные, как я. Так вот, дело состоит в том, что очень многие тексты содержат колоссальное число ошибок разных грамматических, стилистических текстах. И даже бывает так, что на стенах гробниц художники, они не знали даже, что они пишут и что рисуют. То есть Им вот, им просто да, давали, ну, это как такие, да, просто художественные срисовать, да, рабы. Да, срисовать да. картинки. И Мгм. иногда они могли взять и что-то перепутать, не туда понарисовать. Так вот, мы с вами поговорим еще о гробнице Нефертари. Так в самой гробнице Нефертари в одном месте два текста просто поменены местами. Мгм. Они начали как бы все изображать верно, Хотя это картинки последовали. царская, А это царская, да, да, и причем гробница. очень Мгм. продуманная гробница. Очень тщательно продуманная. Ну да, они взяли там один текст, написали чуть пораньше, потом опомнились, а так как уже готовы, думаю, ну ладно, поменяем местами. Ничего страшного. Ну, на самом деле, действительно, это большой трагедии не составляло. Как бы главное, текст присутствует. Назовем это так. Читать могли не все в то Да, время да, да, да. и Очень понять. малое число людей могло прочитать.
А вообще вот в египетском языке там есть какие-то, ну, такие моменты, что, возможно, что-то как-то мы неправильно интерпретировали, или это прям 100%, что мы знаем, что означают все эти символы, там древние буквы? Да, кстати, это вообще прекрасный вопрос, и на него я бы ответил так. Мы точно знать на 100% не сможем и никогда не узнаем. То есть Прям это все равно абсолютно наша все. какая-то такая Какие-то наши интерпретация. додумки, да. Где-то наша интерпретация равна там 99% и дальше в периоде. Вот. Но чтобы 100% это именно так и никак иначе сказать нельзя. Учитывая то, что это древний язык и одно слово могло иметь много разных значений, таких, знаете, больших и емких значений, то конкретно интерпретировать его, ну, просто нет возможности. Потому что в одном предложении один контекст, в другом совсем другой контекст будет. И все эти вещи собрать в единую такую математическую формулу просто, ну, невозможно. А еще я слышала, что там нету, гласных букв. Да, все И верно. как вообще послушать, как разговаривали, древние египтяне? То есть я вот тоже тут недавно задумалась, э, на этом же языке нельзя поговорить. Он Но мертвый еще не только потому, что он забытый, да, а еще потому, что как бы невозможно, непонятно, как на нем Ну, разговаривать. реконструировать его абсолютно точно Да. нельзя, да, но он, как, допустим, в том же иврите, они же пишут тоже только согласные, гласных не выписывают, но читают их. Есть так называемое условно-школьное письмо, где отдельные иероглифы, которые известно, как они обозначались именно согласными, но между ними вставляется просто буква «э». Ну вот, например, есть слово такое вот даже вот имени, вот Нефертари. А, Есть слово «красота». НФР. Вот 3 согласные буквы. Но для простоты я же не могу вот просто так сказать согласный НФР. Мгм. Неудобно. Можно сказать нефер, можно сказать нофер, можно сказать нофор, То есть там можно могут быть нуфур, все любые что угодно. гласные. Мы не Любые знаем, гласные какие, да? буквы мы Мгм. точно не знаем. Но есть такие, знаете, полугласные. Это А и У. Это, знаете, вот как в английском слове subway. Вот некоторые subway говорят через У, а мы видим, что там way написано. И вот когда мы в школе учились, я помню всегда, subway. Вот way, дорога, В, а у, way. И вот это вот между У и В, вот это вот и есть. И в египетском также буква А у них. Вот. Понятно. А, Книга мертвых мы немножко затронули. А еще интересно магия и ритуалы. У меня еще такой вопрос. По поводу науки, да, то есть вот сейчас тех, кто изучает Древний Египет, таких людей не так много, то есть, а тех, кто изучает как-то вот прям очень погруженно, тоже там какие-то вообще, мне кажется, десятки, да, единицы, ну там берутся со всего мира. Как вообще устроено, кто здесь считается каким-то там таким супернаучным человеком, который все знает, да, а кто-то нет, потому что мы немножко как-то с вами затрагивали, да, эту тему, и вы сказали, что там есть какие-то свои нюансы, да, то есть не каждый даже сможет, человек, который в науке, изучать то, что ему нравится. То есть ему приходится, если он находится вот в такой ортодоксальной уже нашей науке, да, находится, то даже не сможет времени найти для того, чтобы поизучать то, что ему интересно. Да, здесь я бы сказал так. Как и в любой науке, есть свои, так скажем, лагеря и школы. Вот есть питерская школа египтологии, есть московская школа египтологии, есть еще отдельные коалиции, кто с кем дружит, кто с кем не дружит. К сожалению, в науке это везде. Везде, да, в Это любом везде, да. направлении. Это в любом направлении. Здесь не только египтология. Я к тому, что египтология тоже. Ее это не миновало. Где-то даже еще и сильнее затрагивает в каких-то нюансах. Вот. И смотрите, для того, чтобы заниматься именно профессиональной египтологией, нужно отдать, я бы сказал, наверное, всего себя, всю свою жизнь именно этому делу. Потому что нужно как минимум знать европейские языки помимо египетского, потому что очень много литературы на том же самом английском, французском, немецком, особенно на французском и на немецком. Так вот внезапно как-то для меня это выяснилось. Вот. Плюс очень хорошая память нужна для того, чтобы запоминать те же самые имена, даты, главное, последовательности их не путать. Я вот стараюсь даты, имена не трогать, потому что я быстро забываю, быстро путаюсь. Да, это вот мой минус. Но еще, видите, древнеегипетский, чем он интересен, то, что он больше, так скажем, рисуночный.
и там некоторые слова можно вычитать из рисунка так называемого. Вот, например, древнеегипетский иероглифический текст, он состоит из так называемых звуковых иероглифов, а есть еще в конце слов так называемые определители. То есть они определяют род, класс слова, к чему это слово относится. Там абстрактное понятие, там к животным, к людям и так далее. И вот эти маленькие такие ключики-подсказки, которые дают именно в памяти вспомнить, что же это может быть. Но Поэтому мне если как-то есть у нас египетский такие легче увлеченные дался. зрители, то есть реально выучить этот Э, древний язык. Вполне реально. Мгм. Сейчас существует несколько очень хороших учебников, правда, они все на английском. Но так, знаете, как это называется, спойлер-спойлер. Надеюсь, в этом либо в следующем году выйдет целых 2 учебника. Пока не буду говорить. Ну, по Но учебнику это, можно выучить да, или нужно все таки вот как вы можно, ходили можно. на какие-то Можно и курсы? самостоятельно, Мгм. для самостоятельного, так скажем, познания. Но если хотите именно более точно и уходить в науку, то да, лучше, конечно, уже с преподавателем. У нас преподается египетский язык как в частном порядке, так и на профессиональном уровне вот в РГГУ. Это вполне возможно, это вполне реально. Главное желание и стремление. Вот как я говорил, у меня предрасположенность к языкам так себе, но египетский, в принципе, дался хорошо. Была Но мотивация. была мотивация, но его нужно всегда поддерживать. Ну, смотрите, когда я занимался переводом текстов «Гробницы Нефертари», я занимался этим не один, мне помогали мои друзья, кто со мной изучал язык египетский, там девчата даже гораздо более глубже ушли в этом деле, в этом понимании, и уже больше я у них даже где-то чему-то подучивался. Вот, плюс консультировался, как я говорил, уже с профессиональными египтологами. И вот я закончил, по сути, перевод египетских текстов «Гробницы Нефертария» уже 2,5 года назад. И по старой памяти какие-то я вещи прочитаю, понятное дело. Но вот чтобы объяснить, где какая конструкция в схожем тексте, где есть некоторые, так скажем, отличия, ну, без словаря и без методички грамматической я уже некоторые вещи так подзабыл. Ну, у нас, у людей есть такое свойство. Если чем-то не занимаемся, мы забываем, Мгм. да. Поэтому, да, сходу как бы стену в какой-то гробнице не прочитаю, но отдельные вещи-то, конечно, вспомню. Ну, в общем, независимый исследователь, он, более, наверное, да, такой, у него обширное, э, э, обширное поле, да, для своей деятельности и свое собственное время и интерес, да, он может туда посвящать, нежели вот какой-то уже представитель прям вообще науки. Да, вот, кстати, Мгм. продолжая отвечать на вопрос о науке, кто в науку идет. Почему я еще не захотел идти в науку? Ну, потому что, смотрите, в науке есть так называемые необходимые исследования твоего научного руководителя, который говорит, что ты изучаешь, когда ты изучаешь, и, грубо говоря, тебя взращивает как научного сотрудника. Сначала ты там младший научный сотрудник, потом, не знаю, там средний, потом старший, потом великий, неважно. Так вот, именно в научной среде поначалу тебя постоянно не то что направляют, а посылают, чем тебе заниматься. А вот когда ты независимый исследователь, ты сам себе определяешь, что ты изучаешь, когда ты изучаешь и сколько изучаешь. И вот когда я занимался углубленным изучением гробницы Нефертария, тогда я еще и больше на фрилансе работал, и у меня было очень много времени, которое именно уделял египтологии. И знаете, это как вот суббота, утро, 6 утра, лето, казалось бы. Езжай, отдыхай куда-то, что-то нет, а у меня там стеночка не переведенная. И за это мне денежки все равно не платят, а мне самому интересно. И поэтому у меня уже вот эта вот, допустим, недопереведенная строчка, она будет во мне гореть, пока я ее не добью и не доделаю. Неважно, это будет 6 утра, либо 12 ночи, будний день, выходной. Нет, я этим горю. А когда ты занимаешься этим профессионально, у тебя есть рабочие часы, у тебя есть, допустим, тот же самый институт, куда нужно ехать и где этим заниматься, плюс там на тебе повешены какие-то еще преподавательские часы и так далее. И ты уже занимаешься не любимым делом, а необходимым. Любимое и необходимое — это разные вещи. Поэтому я решил, что я не хочу связывать именно с профессиональной наукой свою деятельность и остаться именно независимым исследователем. Хотя для написания вот книги, рукописи, я понял, что мне нужно научиться писать хоть как-то, хоть что-то. И для этого я поступил в магистратуру, для того, чтобы именно
азы научного метода познать и как-то их применить. Для того, что это мое исследование, вот эти вот 10 лет моих исследований, конвертировать в виде книги и не просто какой-то непонятной рукописи, а именно научно-популярной. И книга у нас называется «Древний Египет. 3D реконструкция, расшифровка программы росписи гробницы Нефертари». А, На самом деле я не так давно узнала, что есть Нефертари. Я всегда думала, ну, как-то вот на слуху было Нефертити, а еще какие-то женщины такие более известные, там кто Хатшепсут, Хатшепсут, Нефертити, Клеопатра. ну, самые такие, Вот, да, да, такие популярные. самые популярные. А вот Нефертари я как-то недавно, когда узнала про вас и про вашу книгу, начала ну, смотреть вообще, кто это, и думаю, что как раз-таки вы придете и расскажете, чем отличается Нефертити, Нефертари, кто это, потому что про Нефертари, я думаю, на самом деле мало даже кто слышал и знает, что есть такая отдельная царица, причем она такая тоже довольно-таки значимая фигура в Древнем Египте. Да, все верно. Смотрите, Нефертари и Нефертити — это таких же два имени, как Алексей и Александр. Мгм. Это абсолютно два разных имени, которые связаны некоторыми только буквами в слове. Так вот, Нефертари была женой Рамсеса Великого. Я думаю, что Рамсеса Великого знают многие. Но почему Нефертити более популярна? Ну, за счет того, что она, во-первых, была женой фараона так называемого еретика Эхнатона, вот, а во-вторых, ее знаменитый бюст в Берлинском музее. Вот, за счет этого она стала именно такой популярной и на слуху. А Нефертари, да, она известна только по своей гробнице и даже чуть меньше по своему так называемому малому храму в Абу-Симбеле. Вот в Абу-Симбеле, это далеко на юге Египта, есть большой колоссальный храм Рамсеса Великого. Я думаю, многие видели, это 4 колоссальные статуи сидят, и одна из них разрушенная. Там на открытках, где-то в документалках очень часто упоминается. Так вот, рядом с этим великим храмом есть еще малый храм, который посвящен царице Нефертари и богине любви Хатхор. А это где, получается, территориально находится? Это Асуан, это В Асуане, практически, да? да, это Мгм. практически на границе уже. Вот. И смотрите, чем еще Нефертари такая уникальная царица, помимо того, что она была супругой Рамсеса Великого. Рамсес ее очень любил. И только даже тот факт, что был возведен в честь этой царицы отдельный храм, более того, там на одной из строк есть такая подпись: «Та, ради которой светит солнце». И плюс так скажем, в фасадной части этого храма изображена царица одного роста с самим царем. А в Египте масштаб фигуры имеет очень большое значение. И таким вот образом, да, это подтверждалась именно такая, можно даже сказать, чрезмерная любовь Рамсеса к своей супруге. Даже интересно, а вот египетские цари, фараоны, да, то есть они как выбирали себе жен по политическим каким-то моментам или по любви? То есть, ну, как у них это происходило? Ну, вообще по-разному. Существует мнение, что Рамсес, когда женился, так скажем, на Нефертари, у них была сразу как бы большая светлая любовь. Есть другое мнение, что это отец Сети выбрал именно Нефертари как супругу Рамсесу для того, чтобы больше легитимности было именно с верхушкой, так скажем, Амона. Это Амон, верховный, так скажем, Жрец. бог, Мгм. бог, Бог. да. Именно в Фивах это Верхний Египет так называемый, а сам Рамсес, они больше именно с северной были. И вот для того, чтобы как бы укрепить брак и единение Египта еще больше, так скажем, чтобы показать, вот мы прям все тут одно целое, им такой более политический брак. Но, судя по надписям и храму, все-таки была большая чистая любовь, такая светлая. Но у Рамсеса была еще вторая супруга, Исет-Нефрет, наряду вместе с Нефертари. У него сразу было две супруги. Но больше всего он любил именно Нефертари. После смерти Нефертари чаще начинает появляться в памятниках вторая его жена Исет-Нефрет, и плюс еще так называемый политический брак. Рамсес, женился на своей дочери, одной из дочерей. Вот. И здесь можно прийти к выводу, что да, в царских семьях
очень важно было именно не столько любовь, сколько политика. Ну, в принципе, это Как во везде, многих, да. да, древних, да и современных, в принципе, Ну обществах. вот если повезет, да, вдруг, как повезло им Рамсесу с Нефертари, да, то Ну, это да. да, Мгм. это такое Везение, счастливое да. стечение обстоятельств. Вообще считалось, что Фивы — это самый такой культово-религиозный город именно вот во времена Нового Царства. И несмотря на то, что вся царская семья проживала далеко на дельте, но все именно заупокойные культовые вещи, они все происходили именно в Фивах. Так вот, на западном берегу у них были гробницы, именно царские гробницы, вельможеские, а на восточном берегу у них были храмовые комплексы. Это вот Карнакский большой Мгм. храм, Луксорский, вот эта большая аллея сфинксов, которая соединяет этих два храма. Так вот, Рамсес Великий, он был захоронен в долине царей. Это огромная такая долина, где были захоронены все именно правящие цари. Ну и не только, есть отдельные исключения, но сейчас не об этом. А вот супруг царских, начиная с 19 династии и далее, еще и детей тоже царских, начали хоронить в отдельной долине, которая называется сейчас Долина Цариц. Так вот, Нефертари погребена именно там, в этой самой Долине Цариц. Но также на этом самом западном берегу еще и существовали так называемые заупокойные храмы. То есть там, где проводились поминальные службы, постоянные какие-то жертвоприношения в виде там еды, там, молитв и так далее, это все было отдельно тоже на западном берегу. И есть такой интересный нюанс. То, что у каждого царя есть свой заупокойный храм вместе с гробницей, а вот у цариц заупокойного храма якобы нет. Если уже переходить к гробнице Нефертария, то можно действительно ей очень прям так восхититься. Это одна из очень немногих гробниц, которая дошла до нас, можно сказать, в совершенном виде. Вообще, долина Цариц, она расположена в не очень хорошем географической, так скажем, не очень хорошей географической локации. Там сам известняк очень плохой, хрупкой, так скажем, Сложный породы, климат да, там получается там, не, да? не климат, а именно вот сама порода, она очень М. хрупкая. Там очень много глины, солей и так далее, в отличие от долины Царей. Там вполне хороший известняк, и там хорошо вырубались гробницы, и М. на стенах наносились иероглифы. А вот в долине Цариц приходилось приходить к такой хитрой технике, как выравнивание стен гипсовой штукатуркой. Вот Уже прям сначала современные такие, уже да? более Мгм. современно, да. И вот именно с этого времени начали такую технику применять в строительстве гробниц. Так вот, конкретно на примере гробницы Нефертари. После того, как вырубилась скальная порода, ее выравнивали, насколько это было возможным, но она очень такая неровная и рыхлая была, и никаких иероглифов там не нанести. Вот, ее выровняли гипсовой штукатуркой таким мощным плотным слоем, и затем нанесли иероглифы. Первый, кто наносил иероглифы, это был верховный жрец. То есть, ну или несколько. Они приходили, смотрели, грубо говоря, где что должно быть расположено. Ну, вернее, как не смотрели, а уже знали. Сначала была планировка гробницы, затем, что где должно быть нанесено. А в этот момент царица еще была жива? Да, Когда обычно, То да, есть это такое это готовилось, делается как заранее, прям да, совсем-совсем как у нас заранее. тоже там место на кладбище, да, Ну, готовят, да, наверно, да. Вот. хорошее. Вот, да, и этот, жрец или жрецы, они обозначали так называемую программу росписей, то есть, иероглифические тексты в совокупности с изображениями. И вот, в гробнице Нефертари в основном тексты, не все, но подавляющее большинство — это книга мертвых. То есть она, тексты из, папирусов, как мы приняли, уже привыкли, она наносилась по всем практически стенам самой гробницы, по всем ее помещениям. Так вот, первым делом они наносили черновую программу росписи. То есть, знаете, вот мы рисуем сначала эскиз карандашом, Мгм. а потом уже дальше фломастерами четко раскрашиваем. А там они сначала красной краской наносили примерные образы, где какие изображения, и так скорописью текст. А затем уже художники приходили, рисовали более детально, прорисовывали все изображения, иероглифы, и затем скульпторы-резчики делали объем, придавали именно этим всем стенам, и плюс, опять же, художники разукрашивали все это, придавали в цвет. Так вот,
как я говорил уже о текстах, делали некоторые ошибки. Ввиду того, что вот эти все художники, мастера, они не знали, что именно они делают. Они могли это чаще копировать. Есть, конечно, те, кто умел читать, понимал, что это, но таких были единицы. А в самой гробнице работало много же мастеров. Но если посмотреть внимательно, то, придя в какую-то гробницу, можно посмотреть, как будто бы все это делал один мастер. На самом деле это не так. Это был, так скажем, управляющий, Бригада. мастер свой, да, Вот. свой мастер, у которого была бригада. И вот эти все его подопечные, они делали основу, а дальше уже рука мастера доводила до совершенства и уже приводила все к единому стилю. Вот. Но в гробнице Нефертари есть некоторые свидетельства того, что гробница была завершена уже в попыхах, на скорую руку, так скажем, потому что Нефертари, она внезапно и рано умерла. И гробницу заканчивали именно уже в спешке. Но в любом случае хотел бы сказать, что гробница Нефертари, она самая лучшая и лучше всех сохранилась по сравнению со всеми остальными гробницами. Это вот такая жемчужина в долине цариц. А сейчас вот в гробницу вообще можно попасть? Просто я слышала, что она периодически закрыта. Да, все верно. Смотрите, когда гробницу обнаружили в 1904 году, Эрнесто Скиапарелли — это итальянец, итальянская миссия. Вот, они эту гробницу обнаружили, она была действительно такой волшебной, чудесной, хлынул большой поток туристов, и обратили внимание, то, что она начала опять с бешеной скоростью осыпаться. И вот, как я говорил, то, что гробница сделана не в самой лучшей известняковой породе, и то, что в ней присутствуют различные соли, глины и всякое такое. И при взаимодействии с влагой кристаллы соли начинают расти, разбухать и отталкивать слой штукатурки. Так вот, пока гробницу еще не обнаружили на протяжении тысячелетий, она очень медленно и постепенно осыпалась за счет редких, но все-таки проливных дождей, когда вода все-таки просачивалась в гробницу. А так как гробницу открыли, большой поток людей хлынул, а так как мы дышим, выдыхаем все-таки влажный воздух, и вот это все начало скапливаться и оседать на кристаллах соли, и гробница начала с катастрофической скоростью опять осыпаться. И в 30-х, 40-х годах гробницу закрыли для посещений и до 86 года аж. В 86 году так Ее как-то называемый... Да? там реставрировали, да, в Ну это да, время? были какие-то попытки сделать некую реконструкцию, даже где-то утраченные фрагменты подкрасили. Это такую, знаете, не очень хорошую технику применили. Просто подрисовать то, что осыпалось. Но от этого решили отказаться, убрать весь этот так называемый новодел, так скажем, и все-таки просто взять, запечатать так, чтобы она дальше не осыпалась. И вот этим занимались Институт консервации Гетти совместно с Министерством по делам древности Египта на протяжении 6 лет, вот, с 86 года. И позже, в 95 году, ненадолго, к сожалению, гробница открылась опять для посетителей, но все-таки ее пришлось закрыть из-за того, что она потихонечку не соответствовала всем тем условиям нахождения туристов для того, чтобы она не Ну, то есть она сейчас все равно утрачивалась. находится вот в таком виде, как она осталась в последний раз. И А, несмотря на то, что египтяне очень любят деньги, то есть, а вход туда стоил, я знаю, ну, как бы там Хороших прилично, да, денег. хороших денег. То есть они все равно заботятся там как-то Они об это этом. заботятся, да, сейчас вам скажу такую очень интересную историю. В общем, гробницу вновь открыли в конце 17 или 18 году в начале вот, для посещений туристов. Я в этой гробнице был не один раз. И вот свою последнюю экспедицию, когда я там был в январе 24 года, а, да, январь-февраль, вот, и был уже опять в гробнице Нефертари и обратил внимание на одной из стен, опять началось именно обрушение. На одной из стенок не хватало некоторых фрагментов. А так как я гробницу Нефертари уже знаю как свои 5 пальцев, я смотрю, ну да, как-то опять видно, штукатурки нету, скальная порода видна, а там, где запечатана, там скальная порода не должна быть видна. Ну и, в общем, сначала не особо этому значение придал, а когда уже разбирал свои фотографии уже из поездки, я решил сравнить с предыдущими своими фотографиями, плюс еще с некоторыми архивами, которые были сделаны до моих поездок. И да, действительно, гробница начала опять осыпаться. Ну и я в социальных сетях сделал пост о том, что внимание,
гробница начинает опять осыпаться, так скажем, небольшую тревогу поднял, и мировое сообщество египтологов, которые знают о проекте Нефертари, они это подхватили, и буквально через несколько дней мне прислали письмо о том, что да, гробница закрыта для посещения туристов на неопределенный срок, ввиду того, что да, она опять осыпается. Специалистов туда пускают? Сейчас, по-моему, только именно консерваторы Гетти, опять Мгм. те, кто занимался этим, ну, не именно те же люди, а сам институт, они занимаются именно работами в гробнице Нефертари. Хотя некоторые говорят, что там ничего такого катастрофического в гробнице нет, и что все хорошо. Но, как вы только что сказали, египтяне любят деньги, но 2 года Терять деньги? терять деньги, да, значит, что-таки есть, значит, какие-то работы все-таки проводятся. То Поэтому есть да. сейчас, получается, у людей, те, которые любят Египет, любят древние памятники, единственный способ посетить гробницу — это ваша Пока 3D-экскурсия, да? да, либо по фотографиям, Мгм. которых уже в интернете скопилось очень большое количество, либо вот, да, через мой проект, через виртуальный тур можно Да, то посмотреть. есть получается, что вы такое оставляете некое такое наследие и даете возможность тем, кто, может быть, никогда не сможет побывать, и кому интересно это, именно посетить и посмотреть, как вообще там все это выглядит прям, В принципе, да. да. Да-да-да. Вот. А сейчас бы еще, знаете, вот здесь очень в тему было бы коснуться про технологии. Смотрите, гробницу Нефертари полностью оцифровали и сделали в формате полного 3D-погружения именно в VR. С VR-гарнитурой можно походить, побродить по гробнице такой, какая она именно в сегодняшнем состоянии. Это проект Саймона Чедебура, Virtual Reality Project, по-моему, он называется. Точно Ну, не это помню. у кого есть Это, шлем, да, у кого есть да? шлем, те могут Мгм. посмотреть. Вот. И он сделал именно такую работу по технологии фотограмметрии. Это когда делаются тысячи фотографий, и по определенным алгоритмам, специальных программах они сводятся в единую 3D-модель. Вот мой же проект, он представляет немного другое видение гробницы. Помимо того, что можно будет посетить гробницу в виртуальном пространстве, но на экране монитора, и не обязательно покупать шлем виртуальной реальности, и именно посетить такое, какое она сейчас есть. Помимо этого, можно переключиться в режим реконструкции и посмотреть все именно восстановленные стены с текстами и изображениями. То есть такая, Такой, какой она какой была. она Да. была в момент ее создания. Да, именно Мгм. в тот момент, когда ее создали. Здесь именно в этом преимущество именно моего проекта, который я вот делаю. А сама вот эта рукопись, книга, над которой я работал последние 5 лет, она вообще собирает всю ту информацию, весь Вот тот она. путь, да, который я прошел от самой вот этой идеи, когда я увидел на лекции Виктора Солкина «Гробница Нефертари», до вот сегодняшнего момента, до ее полной реконструкции. Абсолютно весь путь этот пройденный я именно там описал. И смотрите, когда я говорил, почему я не хочу идти в профессиональную египтологию, я не очень запоминаю какие-то даты, названия, ну и какие-то, бывают, факты тоже могу где-то немножко перепутать. Так вот, зная себя, я начал делать себе просто заметки, когда работал над гробницей Нефертари. Просто какие-то интересные факты находил, описание, допустим, того-то изображения, что это значит. Допустим, переводы каких-то текстов, когда еще не занимался именно египетским языком. Мне это тоже казалось, ох ты, как интересно. Я это тоже себе понемножку все это добавлял. И получилось так, что все мои заметки, они копились, скапливались в файле на компьютере, и был уже такой большой весомый документ, порядка, наверное, 30 страниц. А еще так получилось, что, ну, я люблю делиться с людьми информацией. И я, когда начал заниматься гробницей Нефертари, просто ее 3D сначала не реконструкцией, а репродукцией, просто повторить ее, я делился этим в социальных сетях. И на протяжении всего года я делился какими-то своими прогрессами, какими-то наблюдениями. Людям это нравилось, какой-то отклик. А вы знаете, отклик людей — это самый лучший мотиватор и стимул что-то делать. Вот. И на первую годовщину проекта я сделал такой небольшой видеоролик экскурсии по гробнице с теми фрагментами, которые были восстановлены.
Именно этот ролик, он был очень широко распространен репостами. Мне это еще больше, конечно, так скажем, стимулировало, подстегнуло к дальнейшей работе. Вот, и я начал все больше и больше делать. И уже к четвертому году, еще в 18 году, в конце 18 года, на меня вышел музей National Geographic, которые увидели эту тоже работу, а за 3 года, 3,5 уже гораздо больше было восстановлено. И они предложили сотрудничество в том виде, что они используют эту 3D-реконструкцию в своем музее и на 270-градусном таком полукруговом экране в формате 3D будут демонстрировать именно реконструкцию Какой-то гробницы. большой зал, да, будет? Это Мгм. огромный зал, да, он идет на Мгм. 270 градусов обзора вот так вот круговой. И в стереоочках там на 4 метрах можно было увидеть гробницу именно вот в реконструированном виде. Вот. Это первое мое сотрудничество с первым музеем было. Дальше были дополнительные еще сотрудничества. И, как говорится, дальше больше. Мне удалось попасть в архивы Туринского музея. Это Туринский музей, где был директор Эрнесто Скиапарелли, который обнаружил эту гробницу и сделал множество снимков гробницы Нефертари для моей более точной и научной работы. Вот этот вот мой день, поездка в Туринский музей стала отправной точкой именно профессионального подхода именно к реконструкции. Такая какая-то идея, который замысел, который возник, да, привел к каким масштабам. То есть, ну, как бы, наверное, даже будет каким-то примером для наших зрителей, как можно свое увлечение, которое казалось бы сначала вообще каким-то таким невозможным, да, что можно в этот мир попасть как-то так глубоко уже экспертно, и к чему это может привести, что даже вот какое-то историческое, я бы даже сказала, наследие, да, остается туда, где люди не могут зайти посмотреть. То есть это такое. Ну да, получается именно так. Проект, он возник из ничего и превратился именно в такую большую научную работу, уже можно сказать. У меня такой вопрос. Раз уж мы говорим сегодня про женщин, про Нефертари, да, какую-то такую прекрасную царицу, которую не все даже знают, но значимую фигуру в Древнем Египте, какие вообще женщины считались в Древнем Египте красивыми? Какой должен был быть характер у нее, как она должна была как-то выглядеть или там отличаться от своих ну, других женщин? То есть есть какая-то по поводу этого Но наблюдения, это информация? очень интересный такой и в то же самое время сложный вопрос в том плане, что у нас нет именно фотофиксаций, и плюс у нас нет именно абсолютно достоверных описаний людей. Египтяне как? Они стремились жить вечно в инобытии. Для того, чтобы жить вечно в инобытии, нужно было запечатлить свой образ, тоже вот в камне, в скульптуре, в изображениях, таким, каким мы хотим быть в инобытии, то есть совершенными. Поэтому, да, на этот вопрос, к сожалению, я не отвечу точно, именно какие были характеры и То есть образы, но они получается, были все прекрасны, каждая прекрасна по-своему, да. что по сути то, что мы видим, да, то есть не сильно отражает действительность или как это, ну вот те Ну, реальность, картины, да. да-да-да, к сожалению, да, здесь не стопроцентная достоверность, отражающая реальность. Ну, смотрите, знаете, опять же, приходя к современному примеру, особенно настолько современному, что сейчас все эти нейрофильтры, которые в режиме онлайн нам делают так скажем, на фотографиях макияжа, лифтинги и так далее. Вот египтяне, в принципе, делали то же самое в скульптуре и на изображениях. Они как бы рисовали себя, но с улучшениями. Так скажем, фотошоп по-древнеегипетски. Тоже Чуть-чуть получше интересно, себе да. сделать. Ну, кстати, когда обследовали бюст Нефертити, там под всякими разными лучами рентгеновскими и не только, в общем, изучали и видели, вернее, как остались следы того, что в некоторых местах были допущены где-то что-то подпилили, где-то Но что-то она еще считается подшаманили как и так бы далее. таким Эталон эталон красоты, да. красоты, маска там золотого сечения, да, Там насколько я все понимаю, это, да, в подходит, да? идеале, да. Но там есть, да, именно, знаете, такой скульптурный фотошоп, в кавычках, Мгм. Древнего Египта, мастера Тутмоса. Как бы, да, сохранилось имя именно мастера, который делал бюст Нефертити. Вот, и да, там на этом бюсте остались следы того, что
он был немного поддоправлен. И вот еще интересно получается, что, ну вот как я спросила про характеры, то есть, ну, что-то известно вот из этих надписей, то есть чем отличались женщины? Ну, понятно, что мы все люди, да, вот, но именно в Древнем Египте какая должна была быть, тем более царица, то есть какой у нее должен быть был какой-то характер, что-то отношение с окружающими ее людьми. Ну, во-первых, царица, она должна была быть именно продолжением царской власти и его дополнением царя именно женской формы. Царица обязательно была в определенные периоды эпохи древнеегипетской истории верховной жрицей храма Амона. Она была певицей в храме. Также она играла на музыкальных инструментах. В общем, царица, она воплощала всю ту женственность, которая только могла быть. Более того, она же была матерью наследника, будущего царя. Поэтому она была воплощением самой богини Хатхор, богини любви, олицетворением Исиды. Это тоже одна из главных богинь Древнего Египта, которая почиталась на протяжении всей истории Египта и даже уже гораздо позднее. Вот. Но более точно и более подробно я не изучал о царицах, но вот свидетельство, что царица обязательно, она присутствует всегда с царем, это факт. И что это именно такое, знаете, дополнение, именно проявление божественности самого царя именно женской формы. Как Ну, то есть бы, она, наверное, должна быть была, так если она постоянно рядом с ним, наверно, должна быть, была интересным ну, человеком. конечно, да, Да. она должна была быть статной, Мгм. яркой, эффектной. Ну, Поддержать, то, наверно, что и какие-то сейчас у нас Мгм. первые леди Мгм. любой страны также. Я думаю, ничего не А чем изменилось. отличались они от, обычных женщин, египтянок? То есть потому что вот как-то про них, у нас мало известно, то есть мы что-то знаем про каких-то цариц, а как вообще вот примерно жили обычные египтянки, Ну которые не вот, царицы, там, ну, жены вельмож каких-то, да? ну, к Да. сожалению, да, о них еще меньше Мгм. всего написано, потому что они были также по отношению к своим супругам, как царица по отношению к царю. Но, к сожалению, да, мне точно неизвестны конкретно какие-то частные примеры. Вот, потому что я не изучал этот, так скажем, участок, эту область египтологии именно повседневной в жизни обычных людей или, в частности, женщин. Но как бы, да, Но все женщины стремились имела быть большую роль. похожими, да, на вот пример Ну, был это ну царь и да, да-да-да, царица, то есть само как-то все. собой, все хотели быть, особенно в высшем свете, именно вот, так скажем, элита египетского общества, они хотели походить именно на царя и царицу обязательно, да. А я слышала, что, а, когда делали, ну, мумии, да, или как они там, что мумифицировали, то, сердце считалось каким-то очень важным органом, то есть оно шло в, эту, соответственно, там процедуру, а мозг вообще куда-то там они чуть ли не выбрасывали. То есть почему было так? То есть вот как-то я услышала недавно, и у меня такой вопрос прям, ну, как это? Неужели, древние египтяне не придавали такое значение тому, чему сейчас так придается много значения учеными и, медиками, и всеми? Ну да, это довольно-таки интересный, сложный вопрос. Смотрите, я на него отвечу, знаете, очень легко и просто. Вот когда мы что-то желаем человеку на день рождения, мы как говорим? От чистого сердца. Вот мы же не говорим от ума. И сердечно люблю, мое сердце болит о тебе, мое сердце тоскует, скучает и все что угодно. Это вот повелось с тех самых древних времен, что у нас первичнее будет сердце. Там, ой, сердце щемит, тоскую, не могу, там и так далее. Там сердечно люблю, целую. И символ сердца, как любовь, у нас он везде присутствует. А мозг, он, знаете, как, ну, думаем мы себе ему, думаем, храним там какую-то информацию и так далее. Но все наши поступки, они в большей степени эмоциональны. Все наши истинные помыслы, истинные желания, они идут от сердца, а не от ума. Ум, он расчетливый, ум, он аналитический. А истина, она действительно хранится в сердце. И вот когда на загробном суде Осириса смотрели, достоин ли человек вечной жизни, на весы ставились на одну чашу перо Маат истины, на другую чашу сердце. И именно для того, чтобы понять, насколько человек был именно искренен, потому что только сердце хранит именно действительность и искренность. Умом-то мы что? Мы же думаем, как бы наврать, как бы не досказать и так далее. Мы же это умом думаем.
а сердца нет. Как сердцу не прикажешь, сердце не обманешь. У нас недавно был в гостях ученый, нейрофизик, который как раз-таки изучает мозг. И он нам рассказывал, что, кстати, сможете посмотреть выпуск, он уже будет на канале, рассказывал, что сейчас уже подтвержденные факты, там больше 200 человек в мире живет без мозга. Вот, поэтому Интересно. да, то есть прям вот, ну, у них отсутствует мозг не в каком-то переносном смысле, а в физическом. Вот, и поэтому вот сейчас даже интересно послушать, что древние египтяне уже знали, видимо, что-то как-то больше, чем мы знаем. Поэтому вот даже как-то такая мне произошли пересечения. Ну да. Вот, и опять же, вот, возвращаясь, к весам Маат, так называемый, у меня как-то был такой очень, глупый вопрос, насчет, фильма современного «Боги Египта», там, где на весы, закидывались там монеты, золото и всякое остальное. В общем, фильм современный вот этот, «Боги Египта», рекомендую лишь только с точки зрения дикой фантазии, не имеющей отношения к египтологии. Какой классный фильм, И вот всё. который прям вот максимально приближен. Единственный, прям действительно максимально приближенный именно о древнем Египте. Это вот, «Фараон», забыл режиссера. Вот. Ну, мы сюда, Да, можно будет ссылочку. Да, да, вот мы «Фараон», подключим. это польский вот этот фильм, который идет Который там старый еще такой старый, самый, да, да. самый старый фильм. Кстати, да, многие И говорят. плюс еще вот 90-х годов, фильм «Клеопатра». Он тоже очень даже неплохой. А все остальные фильмы, там «Мумии», «Проклятие мумии», все это прочее, ну, это просто, знаете, такая сказка на тему, То есть но не уже имеющая ничего общего с эксплуатация египтологией. Да, древнего Египта да-да-да-да-да. в Абсолютная своих целях. эксплуатация. Да. Ну, мне даже вот хочется пересмотреть тот фильм, вот сейчас книгу я читаю, как-то сейчас у нас не принято, видимо, да, так снимать реалистично, да, уже что-то придумывают. Ну, к сожалению, да, сейчас все больше и больше у нас, именно каких-то домыслов, вымыслов, даже в каких-то фильмах, основанных на реальных событиях. Ну, не будем сейчас сдаваться в тему кино, но, к сожалению, да, полностью согласен. Как бы не придают именно реализму Какие-то историческим каким-то документалки, фактам. может быть, вы посоветуете, что вот вообще посмотреть на тему Древнего Египта? Может быть, кто-то любит это, либо заинтересовался после нашего выпуска. Вот что посмотреть, чтобы погрузиться в эту тему? Потому что я-то как-то смотрела прям очень много, вот, и мне все нравится. Вот. А что действительно такое вот классное, ну, интересное и правдоподобное, да, что вот, Чтобы прям да, действительно научное, вот да. прям совсем вот голая наука. Ну, смотрите, есть, канал, Anthropogenes.ru. Они очень много часто о Египте говорят, его рекомендую. И вот, второй канал, Валерия Сенмута, на котором можно увидеть много по отдельным темам, разные фильмы, касающиеся именно истории, локаций, Египта, храмов, вот, гробниц и так далее. Ну, вот эти вот таких вот 2 основных. Ну, а остальное там то, что попадется. Учёных, да, получается? Или Нет, вот нет, для это всех? именно научпоп. Я не Мгм. говорил именно для ученых Мгм. конкретно. Да, я говорил именно сейчас о То есть чтобы интересно научно-популярных было, потому каналах. что Да. есть такие, что там Нет, нет, сядешь, именно скучно, ничего не это понятно. научно-популярные. Научные каналы, я думаю, люди, Мгм. сами найдут поиском. А Да. именно конкретно научпоп, да, это Валерий Сенмут и, Антропогенез. А расскажите ваши впечатления, когда вы первый раз, ну, то есть сначала же вы заинтересовались Египтом, ну, в своих каких-то там поисках, да, исследованиях, еще когда не были там. Что вы почувствовали, когда там появились на самом деле, да, и вот увидели все это? То есть какие были эмоции? Но эмоции, конечно, были очень смешанные, потому что всегда на фотографиях, документалках стараются снимать так, чтобы не было людей. И, как говорится, не приведи там, боги, какие-то современные здания, сооружения. И вот когда я увидел пару фотографий, Луксорского храма, то, что он в центре города стоит, для меня это произвело шок. А еще больше шок меня произвело, когда я попал в этот храм. Это, конечно, неизгладимое впечатление. Идешь по дороге, вокруг машины, вокруг, лошади с этими каретками. В общем, жизнь прям современная, бьет ключом вся. И тут такой древнейший храм и куча туристов в нем. Вот это, конечно, для меня был такой большой когнитивный диссонанс. Толпы туристов, современный Египет, африканская вот эта вот, суета, вот, половину деревенских, таких, людей.
Вот, в общем, да, знаете, вот шум, запахи, атмосфера, куча языков, вот это вот все. Знаете, вот такая жизнь, жизнь, жизнь. Ничего такого древнего, сакрального, потаенного вообще ноль. Единственное, что это я ощутил, такую, знаете, именно вот, так скажем, выдохнул от всего вот этого и погрузился вот действительно в древний Египет. Почему-то в храме Сети Первого на этом же самом западном берегу Луксора. У Сети есть два храма. Один заупокойный храм в Абидосе и второй заупокойный храм в Луксоре. Вот Абидосский храм, он большой, грандиозный, вот прям великолепный храм, он уединенный тоже, но, как говорится, свой дзен поймал я именно в Луксоре, именно в этом малом храме, заупокойном храме Сети Первого. Ну да, каждый, наверное, найдет такое свое место. У каждого будет свое место, которое он скажет: нет, это не Древний Египет, это ерунда, это обман, как у меня получилось именно с Луксорским храмом. И вот прям действительно поймать вот эту вот уединенность, древность, вот У меня именно в как-то Хамсете. получилось, когда я посещала, да, Египет, у меня было такое сплошное везение, что везде исчезали люди. Когда мы еще как бы основная такая была наша поездка, это вот вдвоем с дочкой, с моей подростком, и у нас были собственные гиды, то есть мы прям так поехали со своим гидом вдвоем. И везде, куда бы ни приезжали, видимо, потому что мы не с этими большими автобусами находились, мы приезжали, и там людей не было. То есть поэтому там и вот эти фотографии, которые там все выкладывают без людей, это такие, как мы делали. То Слушайте, есть, да, да. вот насчет того, что когда есть свой гид, это действительно великолепно. Вот опять же, повторяя 24-ю экспедицию 24-го года, мы были с Василием, уже нашим другом, это проект «Колесим по Египту», и он умудряется делать так, чтобы привести тебя, чтобы не было людей. Мы поехали в Абу-Симбел и вообще к половине 6 утра, когда еще никого не было. И мы взяли билет третьими, ну, третьей микрогруппой. Нас было 3 человек, вот я, Алина и Валерий. И мы сначала в этом храме Рамсеса Великого, были прям совершенно одни. А потом, когда пошли к храму Нефертари, мы тоже очень долгое время были там совершенно одни. И это, конечно, непередаваемое ощущение. Особенно раннее утро, солнце еще, когда вообще даже на горизонте не появилось, это зима. И оно постепенно начало появляться, постепенно начинали проявляться тени, подчеркиваться рельеф, и мы сделали очень много таких потрясающих фотографий. И да, вот насчет того, что ездить не автобусная экскурсия, а со своим И, гидом, кстати, это гораздо это в удобнее. Египте не так дорого стоит, ну, как бы в Ну, сравнении вообще с какими-то Ну там да, другими странами. в То есть, зависимости от да, того, зачем ехать. Да, да. если вы едете в отпуск большой семьей и хотите много моря, Ну, и это хотите вдруг да. улизнуть на один день, тогда можно автобусной группой. А если, допустим, дня на 3 улизнуть, то, конечно, лучше договориться с каким-то гидом, который Это именно будет, по ну, просто максимуму колоссальная отвезет. Да, разница, это да, и абсолютно. вы практически это есть такая возможность, но это как бы, ошибочное заблуждение, что везде толпы. То есть на самом деле там, если взять своего гида, то они знают, в какое время приехать. А, ну, или просто такое везение, если очень захочется посмотреть, что-то прям так погрузиться в атмосферу, то вот нужно лучше таким способом действовать в Ну, Египте. это да. Вот ты смотрите, еще это очень большой плюс для независимых исследований, потому что любое исследование, оно начинается с посещения места для того, чтобы оценить, как говорится, на местах всю архитектуру, весь объем, всю перспективу и масштабность. А во-вторых, сделать все необходимые фотографии, которые потом будут анализироваться, поставляться и так далее. Вот с гробницей Нефертари все ровно то же самое. Групповым автобусом ехать в долину царей и долину цариц — это, конечно, отдельное удовольствие, в кавычках, и это к 8 часам. А если к 6 часам приехать в долину царицы и в гробницу Нефертари, я в основном всегда так и был там. Один единственный раз был — это 2 часа дня, обед, уже дикая жара, когда тоже никого не было, уже все разъехались. Но это и самому было тяжело. А в основном, да, у меня, когда я был в Луксоре, утро всегда началось с того, что подъем в 5:30, быстрый перекус — и сразу же к 6 часам ехать по гробницам так, чтобы побывать там с минимальным количеством человек. И да, в основном попадалось так, что, ну, 2-3 человека, и причем, ну, практически не пересекались. Один раз даже было, что я минут 10, наверное, один был в гробнице Нефертари, во всей гробнице. И это было очень здорово. Вот
приходите в какую-то гробницу, ну вот любую, да, там на экскурсии, я даже не могу представить ваши ощущения. Ну, то есть, по-любому мы смотрим все по-другому, да, ну, зашли, посмотрели там картинки. То есть, а вы уже, получается, приходите и можете прочитать, что там, о чем говорят, понять, да, то есть вот так уже, получается, Ну, видение настроено. да, уже видение, оно больше так. Я чаще, прежде чем планировать, вернее, ехать в Египет, я сначала планирую поездку. Я смотрю, что мне нужно сделать, в какие гробницы попасть, где какое мне необходимо изображение отснять. И да, первым делом, как сумасшедший египтолог, профессиональный профессор, вот именно такой сумасшедший профессор, несешься с фотоаппаратом туда, отснимаешь, фотоаппарат убираешь и уже отдыхаешь как нормальный турист, смотришь, гуляешь, наслаждаешься. В общем так, совмещать приятное с полезным. Что в Получается больше планах? так. Что в планах вообще таких ближайших? Что хочется посмотреть еще? Потому что, мне кажется, Египет можно смотреть вообще бесконечно. Такое еще одно ошибочное заблуждение, что туда можно приехать и все посмотреть там за, Нет. мне кажется, там вот месяц нужно ездить, М, чтобы что, да, и то не все Нет, посмотришь, нет, потому нет, что, минимум полгода да, все посмотреть. вот. Какие планы, что хочется посмотреть, что планируется? Мечта попасть в Сиву. Я там до сих пор не был, в оазисы. И вот Мы немножко, да, пустыни. уже тут поговорили. Мы там Да, мечту кто-то уже, счастливый да, человек Андрея есть. осуществили. Вот мне нужно будет попасть в Сиву еще, ну и плюс побывать в Александрии, потому что, да, север Египта еще мной не исследован. Вот. Ну и плюс хочется еще, знаете как, не только с точки зрения своих каких-то профессиональных изысканий посетить Египет, а вернуться в XIX век и круиз по Нилу совершить. Вот так вот на теплоходике от храмчика к храмчику, медленно, спокойно, размеренно, вот на протяжении недели сделать вот этот сплав и вот действительно побыть в такой, знаете, не в бешеном таком ритме, а в спокойной обстановке. Вот это прям тоже. Вот этого я еще не сделала, это у меня. Вот две Да, мечты. Одна у мечта. вас со Мгм. мной совпала. Да, классно. Андрей, спасибо большое, что сегодня были у нас. То есть, мне кажется, такая интересная, нетривиальная беседа получилась. И я рада познакомить наших зрителей и, может быть, каких-то уже любителей Египта с вами, да, с таким как бы независимым от кого-либо человека, да, который, как вы сказали, с собственным сердцем, да, идете и исследуете туда, где вам интересно. Спасибо большое за подарок. Вот, друзья, э, у нас такой проект, где я тоже, вот как Андрей, исследования свои проводит, да, я также от сердца приглашаю гостей. Спасибо большое, что подписываетесь, ставите лайки, пишите комментарии и пишите свои впечатления. Я думаю, что Андрей обязательно прочитает все, возможно, ответит. Оставлю телеграм-канал ваш, то есть проекта Элементалика. И до новых встреч. Я была с вами Таня Азарова.